В стране Перу, к востоку от города Куско, не то в 45, не то в 75 километрах, близ газового месторождения Сан-Мартин, находится удивительный затерянный город, который называется Мачу-Пикчу. Так и хочется по-славянски сказать Мачу-Пикчу, множество пиков или много пиков. На самом деле это не так. В районе города два пика, один старый, Мачу-Пикчу, другой молодой пик, Хуаина-Пикчу. То есть старый и молодой, между ними находится плато, то ли искусственное, то ли естественное, об этом не знает никто, думая, что оно искусственное. На этом плато расположено около 200 сооружений, которые можно назвать домами, некоторые называются дворцами, некоторые башнями. Ну, это как кому нравится. Город найден в 1911 году, то ли Хайрамом, то ли Хирамом, по имени американским археологом, ну, назовем его Хирам Бинхем. Он был страшно удивлен, увидев город, о котором не говорили никто, ни испанцы, ни инки, ни их потомки, хотя город этот не древний. Думается, что этот город был создан примерно в XVI веке. Учитывается даже год, 1536 год, когда всем известный лидер инков Манко восстал против конкистадоров и был вынужден бежать в горы. Считается, что там он построил этот неприступный город, неприступную крепость, но это, скорее всего, легенды. В этом городе, кажется, никто никогда не жил постоянно. Раскопки 20 века привели к открытию 175 скелетов, из них 150 было женских. И тогда решили, что это святилище бога Солнца, и это были девственницы Солнца, женский монастырь в горах, где они, конечно, грешить не могли, но должны были служить тем, кто придет помолиться богу Солнца. Но вот незадача. Во всех латиноамериканских странах, где был культ Солнца, обязательно есть золотые украшения на эту тему. Здесь не найдено ни одного золотого украшения. В конце прошлого века найдена серебряная брошь, женская, на одной из свалок, которая была найдена около городской стены. Кстати, и стена 7-метровая была найдена. Но это первая свалка, до которой дошли руки археологов. До этого никакого жилого мусора в городе не было. А представьте себе, что с 1536 года должно было накопиться мусора, по метру в столетие. Как в Москве. В среднем 9 метров жилой мусор, а в Лондоне 14-15 метров жилой мусор. А в Иркутске 3 метра жилой мусор. Нормально, по метру в столетие. Это самый лучший календарь. Лучше не придумаешь. А тут фактически нет жилого мусора. Потому что никто не жил и ничего не выбрасывал. Что же такое город Мачу-Пикчу? Посетителей в этом городе много. И все удивляются тому, что все стены построены трапециевидно, то есть наклонены внутрь помещений. Прошу прощения, а кто когда мог построить каменный дом с вертикальными стенами или со стенами, отклоняющимися вовне? Он же развалится. Недаром колонны Парфенона, которые кажутся абсолютно вертикальными, сходятся на высоте 2700 метров, а вторая группа колонн на высоте 4000 метров. Вот какая интересная картина, что все зодчие древности, как и современные, знают,
что это панельную стену можно поставить вертикально. А кирпичную, каменную, какую угодно, надо обязательно, чтобы в углах стена давила на стену. Таким образом образуется связь. Еще одно характерное было, что все утверждали, что Мачу-Пикчу сделан без цемента и без известкового раствора. На самом деле это не так. И очень много известкового раствора, и очень много бетоноподобных смесей, но есть и специальное сухосложение, где действительно камни только держатся одним трением. Это высшее достижение строения, потому что надо каждый камушек подбирать. Где расположена Мачу-Пикчу? Там, где рождается один из притоков реки Амазонки. Река Урамамба. Она течет как раз к востоку от этого затерянного таинственного города. У нас на рисунках показаны схемы этого города. На схеме города каждый может различить главную площадь, сектор каменщиков, сектор тюрем, сектор народа, лестницу фонтанов, террасы, сектор Торреона. Ну, понятно, что Эль-Торреон – это башня. Ну, так же, как исходное слово «тура» – башня. Так этот Торремон замечателен тем, мы его увидим потом на одной из фотографий, что башня построена якобы на скальном основании. Но это скальное основание почему-то назвали королевским мавзолеем. При ближайшем рассмотрении мы увидим, что это монолитный, искусственно сделанный бетон. Это удивительно. Меня удивляет и вот еще что люди, побывавшие на Мачу-Пикчу, которых мне удалось беседовать, ну, скажем, академик Агеев, который как раз опирается на огромный кусок искусственного камня, но он не знал об этом. Так же, как многие, кто там бывает, так и не знают, сколько здесь построек искусственных современных, а сколько очень древних. Хотя очень большой древностью это назвать нельзя. Фактически это ровесник Великого Новгорода. Но совершенно другой подход. Вокруг буйная растительность. Это жаркий и влажный климат. Деревьев полным-полно. И когда люди видят огромные монолиты на вершине Мачу-Пикчу, на, скажем, площади народа, а там есть монолит 150 тонн по массе, начинают соображать, что эти якобы гранитные монолиты поднимались откуда-то снизу и втаскивались на высоту 2700 метров над уровнем моря примерно по каким-то лестницам из бревен. Придумать это совершенно невозможно даже в страшном сне. Спрашивается, что уж совсем древние инки не соображали, что легче тащить вниз, чем вверх, что легче превратить горную породу в песок, в зернистый, тонкозернистый, затворить водой и ждать, пока застынет. Наверное, они это знали. На рисунке мы видим огромные глыбы, которые называются гранитными глыбами, но под которыми мы видим кладку из хорошо обработанных камней. Я бы даже назвал их стандартизованных камней. Это что-то вроде каменных булыжников, сделанных где-то по близкому к одному стандарту. Ну, каждый, кто видел Красную площадь и видел ее в период ремонта, то видел, как укладываются булыжники из Карелии на песок с помощью резиновых и деревянных молотков. Так вот, наверное, когда-то. Но кому взбредет в голову подкладывать камни под глыбу? Скорее всего, сначала накладывались камни, они создавали ровную поверхность, а потом на этой поверхности затворялся новый материал, который мы должны называть бетоном.
Подобные вещи интересны. Вот, скажем, в Баальбеке, в карьере, которым якобы добывались гигантские монолиты, на которых стоит храм Юпитера, и которые удивляют всех людей, потому что это 20 метров, на 6 метров и на 6 метров. Такой параллелепипед. Ну, хорошо, можно было его вытесать и откуда-то из каменоломни притащить. Но вот вопрос. А нижняя часть этого монолита оказалась ровной. Стало быть, а ее же никто не подсекал, этот монолит не перевернешь 20 на 6 на 6 метров. Оказывается, у него было плоское дно, когда в опалубку замешивался такой бетон на Баальбеке. И там же на Баальбеке найдено вот рисунок, в котором показывает, что тоже создавалась ровная поверхность с помощью бута, забутованных камней. Может быть, действительно древние архитекторы понимали, как нужно упростить себе работу и жизнь. Они, в общем-то, не очень надрывались. Теперь вопрос. Везде написано, что это гранитные монолиты. Но дело в том, что в зоне города Мачу-Пикчу гранитов никаких нет. Там совершенно иная геология. Я же недаром сказал, что рядышком находится месторождение газа Сан-Мартин. То есть это осадочные горные породы, это синклиналь. То есть фактически кто-то нас вводит в заблуждение. Правда, есть такой кладбищенский подход к камням. Вот гранит белый, вот гранит розовый, вот гранит черный. Хотя под черным гранитом поднимают обычно лабрадорит, какой-нибудь диабаз, какой-нибудь габр. Это кладбищенская манипуляция словесная, она ни о чем не говорит. Хотелось бы, чтобы люди, даже те, которые занимаются археологией, хотя бы знали начало петрографии и минералогии. Итак, что же мы видим? Вот на фотографии мы увидим главные ворота города. Чем они характерны? Ну, с одной стороны, это булыжник, хорошо укрепленный, но эта постройка включает большие монолиты, перекрытия, монолиты стен, которые просто так вырубить. Даже 5 веков назад было бы очень трудно. Для этого надо иметь не только зубило, но нужно еще иметь какие-то многоостревые, цирковые или трубчатые зубила, которые позволяют получить ровную поверхность. Тем более материал, как они сами считают, гранитный. Эль-Терион, башня на востоке города. Она чем замечательна? Замечательна тем, что построена из стандартизованных камней одного примерно размера, и я даже себе не представляю, где находится тот самый карьер, из которого вырубались вот эти стандартизованные блоки. Мы с вами знаем, что из любого карьера выход хороших вот бытовых материалов, особенно в виде глыб, обработанных либо плит, ну, примерно максимум 10%. Где 90% остального материала? Тут как с египетскими пирамидами. При общей их массе, ну, скажем, 20 миллионов тонн, надо иметь примерно 80 миллионов тонн, а то 90 миллионов тонн отходов. Где эти отходы? Кто их куда спрятал? Так и здесь. Мы не знаем ни одной свалки, на которой была бы мелочь. А мелочи должно было быть много. Как раз вот здесь, в Торреоне, находится так называемый Королевский мавзолей. Под этим мавзолеем ничего нет. Это просто наслоенные глыбы никому не нужного бетона, который остался со времен строительства города. Совершенно неожиданно в подборке Горохова я нашел фотографии остаточных глыб никому не нужного бетона на Мачу-Пикчу, на которых отпечатались доски опалубки. Они даже специально здесь вмяты. Вы увидите, что по-другому это сделать невозможно. Либо для этого надо иметь какие-то фрезы современные и так активно выпиливать, но тогда это надо работать так с пенопластом. С гранитом, у которого твердость 7, крепость до 8, так не поработаешь. Мы увидим, что вертикально стоящая скала с нишами, которые сделаны так, как будто их действительно вырезали в мягком материале. Почему об этом никто не говорит? Где мы можем найти объяснение тому,
А Деникин в своих книгах о явлениях посторонней силы на Землю показывает, вот, повернули на попа, поставили огромную гранитную глыбу, да никто же ее и не ставил на попа. Это не гранит, это в лучшем случае андезит. Вот возникает вопрос. Кстати, и в других странах этого же района мы встречаем тщательно отделанные материалы, похожие на андезит. Но они так отполированы тщательно, что начинаешь думать, а где это люди находили такие полировальные пасты? Следы должны были остаться. Я думаю, что загадок здесь много. И загадки настолько интересные, которые позволили Деникину рассказать нам, что кто-то тщательно отполировал горизонтальные плоскости в граните, так написано. Это называется креслом епископа. На самом же деле это полужидкий материал, сброшенный в ущелье, избыточный, никому не нужный, на котором кто-то, весельчак, доской тщательно утрамбовал горизонтальные поверхности. Получились ступеньки. Для того, чтобы сегодня обработать этот материал, придется ставить шлифовальную машину. Даже болгарка не поможет. Мы увидим, что рядом строительство. Обычные террасы, правда, сделаны неизвестно для чего. Ну, правда, гора. На склонах горы делать террасы – дело простое. Но для чего? На этих террасах никто ничего не выращивал. Там не найдено при споропыльцовом анализе, не найдено зерен и споров тех растений, которые здесь выращивались. Только те, которые есть вокруг. Это нормально. Кстати, слой, на котором растет трава, очень маленький почвенный слой. А обычно, когда на террасах все перекапывается, для того, чтобы посадить рис, надо, чтобы толщина слоя была, не меньше 15-20 сантиметров. Здесь слоек очень тоненький, такая присыпочка. И под террасой мы видим ступеньки Бога. Это голубоватый материал, уже голубоватого цвета, в который так тщательно обработаны ступеньки, что такое впечатление, ребята, это точно большая шлифовальная машина. Такого придумать в XVI веке невозможно. На западной части города находится храм трех окон. Из него можно стрельнуть на верхнюю площадку храма Солнца, который находится в северной части, на самой высокой точке города. И там мы можем увидеть, что посредине находятся какие-то колоссальные массы никому не нужного бетона, который даже никто не пытался обрабатывать. Просто вот то, что осталось, то окружили стеной и забыли. Потому что никто не подкапывался туда. Рядышком, наверху горы, стоит камень солнца или солнечный камень. Считается, что этот камень сделан. Но опять работа такая же, как на одном из столпов Стоунхенджа. Надо было снять громадное количество каменного материала, чтобы посреди камня большого пьедестального стоял четырехгранный столб, от которого якобы падает тень в день определенный день календаря. Но гораздо проще представить себе, что это отливка, что это заформованный пластичный материал. Мы видим вот эту новую, совершенно новую форму, которая буквально противоречит всей окружающей природе. Кто-то из нынешних специалистов по археологии считает, что жители Мачу-Пикчу вот всеми этими скульптурами, которые сегодня нам известны, копировали окружающий пейзаж. Вот там плавная гора, и здесь мы сделаем плавную гору. Вот камень солнца, а напротив печок стоит. Да нет этого печка. Это совсем другая работа. Это совершенно по-другому ставились эти знаки. Для чего? Но это надо будет спросить у мачу-пикченцев. Удивительная фотография сама по себе, сделанная потрясающе, с такой колоссальной четкостью и перспективой. Мы как раз видим храм трех окон, и выше его находящийся храм Солнца с этим указательным пиком. Причем при описании солнечного камня сказано, что этот камень сросся со скалой. Очень интересно. Хотя
его состав и состав скалы разный. Кстати, здесь, в районе как раз Солнечного камня и немножко подальше, очень много уже совершенно иных сооружений. Какого типа? Ну, вот скажем, мы видим здесь храм трех окон, а посреди храма трех окон лежит огромный монолит, который не имеет никакого отношения к тем камням, которые построены вокруг него. Для чего это? Никому не понятно. Никому не понятно, как устроен храм Луны, у которых огромный массивный пьедестал, и надстроен этот пьедестал очень четкими стандартными кирпичами из того же самого материала. Более того, рядышком присутствует на фотографии огромная плита, плоская, стоящая на попа, вертикально. Рядом с ней стоит академик Агеев и показывает, что эта плита действительно громадная, и что ее масса действительно не менее 150 тонн. Кто ее сюда притащил? Кто ее водрузил без всяких подъемных кранов, без лесов и так далее и тому подобное. Вопросов много. А особенно удивляет комбинация литого материала и булыжника подобного, которые не скрепляются ничем, а просто составляются друг к другу. Причем иногда эти булыжники бывают шестигранные, иногда они бывают с большим числом граней. Это уж как получается. Но тогда вопрос, кто это сделал? Особенно удивительная комбинация, когда огромные глыбы первичного каменного материала и надстроенные арки, настоящих арок нет. Есть только перекладины над столпами. Это тоже удивительно, ведь на улице в XVI век. В XVI веке люди уже знали, как строить арки. Если верить истории, то греки освоили это бог знает когда. И арабы освоили в том же XVI веке, уже, по крайней мере, Альгамбра была уже построена. И уже эти арки были известны. Здесь нет ни одной круглой арки. Зато есть удивительное творение, его называют головой кондора, а на самом деле, как мне представляется, это рососборник утренний, в котором стекает буквально по полу, по выровненной, по цементу стекает вода, и каждый прихожанин мог здесь напиться утренней росы от Бога Солнца. Скорее всего, так. Наконец, мы приближаемся к восточной части города. В восточной части города комбинаторика, то есть комбинация цемента и камней, созданных из того же материала, вообще уникальна. Построено, это называется храм Кондора. Это такая красота. Просто чувствуется, что тот, кто это ваял, это делал, был окружен какой-то перспективой. Такое впечатление, что плохо сложенные камни и монолитный бетон составляют какую-то скульптуру, летящую в воздухе. Это означает, что там было что-то насчет хорошего вкуса. Мы встречаемся с удивительными комбинациями, когда темно-серый и голубоватый искусственный бетон сочетается с кремовым бетоном, из которым, как из пенопласта, вырезаются зубцы. Эти зубцы вытесать совершенно невозможно. При этом можно только разрушить эту стену. Однако все это сохранено до наших дней. Почему это? Я не знаю. Ну и толкового объяснения ни один из археологов пока не приводил. Когда присутствовавшие там экскурсанты делали фотографии, они не обратили даже внимания, что фотографирует реконструируемый блок. Он накрыт брезентом, наверное, от того, чтобы высыхало лучше, чтобы утренние росы не тревожили и дожди. Но это же страшно интересно, это же храм Луны восстанавливается, чтобы уже каждый турист увидел его во всем великолепии. Значит, берется та же методика, которая использовалась в XVI веке, и неотличима та работа от нового новодела. Совершенно.